Прованс – это историческая область Франции, занимающая юго-восточную часть страны. Само название Прованс восходит к эпохе римского завоевания Галлии. Оказавшиеся в их владении южные земли за Альпами римляне называли «наша провинция» или просто «провинция». Сегодня эта историческая территория официально является составляющей частью региона Прованс, Альпы, Лазурный берег. Сами же районы Прованса административно разделены между 6 департаментами региона. Прованс многослойный разнолик. Он озарен необычайно насыщенным солнечным светом и раскрашен ослепительными красками, вдохновлявшими творивших здесь знаменитых художников. Облик Прованса рисует солнце и море, продуваемые ветром горные плато и ущелья рек, средневековые деревушки, цепляющиеся за неприступные горные кручи, и лавандовые поля, наполняющие волшебным благоуханием окрестные городки, которые напоминают декорации к фильмам о сказочных королевствах. Этот уголок Франции – прекрасное место для путешествий. Выберете ли вы подъем по сухим, поросшим кустарником горным склонам и выбеленным солнцем скалам, или отправитесь исследовать зеленые речные долины со стремительными потоками и водопадами. Прованс – это роскошные морские и горнолыжные курорты, прекрасные исторические музеи, галереи современного искусства, великолепие архитектуры старинных городков. Путешественники со всего света устремляются сюда в дни проведения театрального фестиваля в Авиньоне, корриды в Арле и Ниме, карнавалов, лавандовых фестивалей, проходящих во многих городах. Прованс – это место, где родилась легенда о живом и открытом французском характере. Здесь много улыбок, смеха, божественной еды и отличного вина. Рыночный день в любом городе Прованса – настоящий шумный и яркий праздник, проникнутый ароматом персиков, лесной земляники, медовых дынь, инжира, грибов, острого сыра, пряных трав. А совсем рядом с шумной площадью вы непременно найдете очаровательное тихое кафе, где приятно отдохнуть от суеты, выпив бокал прохладного розового вина или рюмочку ароматной анисовой настойки, пастис. Благодатные берега Средиземного моря, к которым выходят южные районы Прованса, издавна были известны народам, создавшим классические цивилизации. Первыми на побережье Прованса высадились финикийцы, позже здесь появились греки, основавшие на побережье многочисленные фактории Масалию, ныне Марсель, ставшую со временем настоящей торговой империей, Ники, Ницца, Антинополь, Антип, Кефаристу, Ла-Сиота. Во II веке до нашей эры протекторат над частью этого региона установил Римский Сенат, а в следующем столетии римляне окончательно утвердились в здешних краях. Они привнесли в регион свои передовые на то время представления о городской инфраструктуре и зодчестве. Тут были построены дороги, возведены виадуки, триумфальные арки и арены. Строили на века, удивляя технологичностью инженерных решений. Наиболее яркие примеры римских построек можно найти в городах Ним, Авиньон, Арль, Оранж. После заката Римской империи эта территория подверглась нашествию германских варваров-вестготов, затем остготов и, наконец, франков. В VII веке Прованс подвергся вторжению берберских пиратов, приплывших сюда из Северной Африки. Позже часть его территории оказалась под влиянием халифата омейядов. В конце VII века Прованс формально подчинялся франкским королям, с 742 по 814 годы был частью империи Карла Великого. В результате Верденского договора, поделившего в 843 году империю на 3 части, Прованс оказался в самом центре Бургундского королевства, правители которого, впрочем, мало интересовались этими землями, перепоручив управление ими местным сеньорам, графам Арля и Авиньона. С конца XII столетия французские короли, стремясь укрепить свое влияние в южных регионах, начали использовать для этой цели политические и брачные союзы. В результате одного из них власть в Провансе перешла в руки королевского отпрыска графа Анжуйского. В XV веке, после счастливых лет правления короля Рене Доброго, также принадлежавшего к Анжуйскому дому, графом прованским стал сам французский король. К
К слову, Рене Добрый известен как последний король-трубадур. При его дворе в Экс-ан-Провансе благоденствовали поэты, музыканты, художники, сам он считался одним из наиболее щедрых покровителей искусства. В 1486 году Прованс был юридически включен во французский королевский домен. Местные сеньоры лишились множества своих привилегий, а сам регион оказался вовлеченным в войну религий, охватившую Францию в XVI веке. Последующие века принесли народу Прованса страдания и притеснения, что послужило причиной выступлений против власти в XVII веке и в 90-х годах XVIII столетия в период французской революции. В XIX веке Прованс вступил в пору своего процветания. Порты Марсель и Тулон соединяли его с колониями Франции в Северной Африке и с Ближним Востоком. Во второй половине XIX века Наполеон III присоединил к Франции Ниццу с 1338 года, находившуюся в составе Савойского герцогства, вернув региону прежнюю целостность. В это время железная дорога связала Марсель с Парижем, затем из столицы пошли поезда в Ниццу и Тулон. Прибрежные города Ницца, Антибы, Йер стали престижными курортами, излюбленным местом отдыха европейской аристократии. Драматические события XX века не обошли стороной и Прованс. Особенно пострадал регион в период Второй мировой войны. В 1942 году немцы заняли весь Прованс, тысячи людей, в основном евреи и участники сопротивления, оказались в концентрационных лагерях. После войны Прованс столкнулся с колоссальной проблемой восстановления инфраструктуры. В начале 60-х годов сюда хлынули французские граждане, покинувшие Алжир после обретения этой бывшей колонии независимости, а также эмигранты из Северной Африки. Многочисленные североафриканские общины обосновались в крупных городах Прованса, в основном в Марселе и Тулоне. Строительство новых автомагистралей, в частности автострады Париж-Марсель, открывшейся в 1970 году, положило начало развитию массового туризма в регионе. В 1981 году эти города связала и железнодорожная сеть, по которой высокоскоростные поезда всего за 3 с небольшим часа доставляют пассажиров из столицы Франции до Марселя. Исторический регион Прованс включает в себя различные ландшафтные зоны юга Франции. На севере и востоке он ограничен Альпами, на западе рекой Роной, на юге его побережья омывают теплые воды Средиземного моря. Соответственно, весьма разнообразен и рельеф этого многоликого региона. Фоном ему служат продуваемые ветром высокие горные плато, холмы, на склонах которых зеленеют оливковые деревья и растет виноград, долины, где поля усеяны мириадами цветов, пряных трав, болотистые лагуны в дельте Роны, море и солнце, озаряющие удивительным светом прибрежные города. Если попробовать описать Прованс с точки зрения современного административного деления, то окажется, что он раскололся на районы, входящие в состав департаментов Верхние Альпы, Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Буш-дю-Рон, Устье Роны, Вар, Ваклюз. Эти департаменты и образуют регион Прованс-Альпы-Лазурный берег. Своего рода географический курьез, совсем миниатюрный уголок исторического Прованса оказался в департаменте Дром, входящем в состав соседнего региона. Эту местность называют Провансальским Дромом. Крупнейшие города Прованса Экс-ан-Прованс, его историческая столица, и Марсель, главный город региона, Прованс-Альпы-Лазурный берег. Климат Прованса отражает все разнообразие его географии. Так, на побережье климат гораздо мягче, чем в континентальных районах. Разница между средними минимальными температурами на побережье и в северной части Прованса превышает 7 градусов. Если в расположившихся у моря городах Марсель и Тулон осадки выпадают 80 дней в году, то, к примеру, севернее, в городе Карпентра, департамент Ваклюз, количество дождливых дней 100. На территории альпийских предгорий и высоких горных массивов климат намного суровее. Зимы приносят частые снегопады и длительные периоды низких температур, в среднем от -15 до -12 градусов.
Климатические условия в разных горных районах зависят от высоты над уровнем моря, на которой они расположены, от направления ветра. Летом же в горной местности днем бывает очень жарко, к вечеру ощутимо холодает. Яркая особенность погодных условий Прованса, а точнее региона, расположенного в долине Рона, знаменитый Мистраль, ветер, дующий здесь со скоростью от 55 до 200 км в час. В Марселе, к примеру, он хозяйничает в среднем один день из 3. Очень сильным ветер может быть в любой сезон, но зимой, когда он с огромной скоростью несет массы студенного воздуха, холод временами становится почти полярным. Однако у Мистраля есть и большое достоинство – он разгоняет тучи. Именно ему Прованс обязан славой самого солнечного уголка Франции. Высоким сезоном в Провансе считаются летние месяцы. Особенно приятно отдыхать здесь в июне, когда дневная температура не превышает 30 градусов тепла. Июль и август – жаркие месяцы, столбики термометра часто фиксируют температуру, превышающую плюс 35 градусов. Вода у побережья прогревается до плюс 25. Хорош Прованс весной и ранней осенью. В эту пору здесь тепло и солнечно. Дожди начинаются в ноябре. Зимой в долине и на побережье температура колеблется в пределах от 8 до 12 градусов тепла, снега здесь ожидать не стоит. Как и другие южные районы страны, Прованс долгое время сохранял независимость от французской короны. Здесь существовал собственный провансальский язык, сформированный на основе многочисленных окситанских диалектов, на нем трубадуры сочиняли средневековые баллады. После присоединения к Франции в XV веке провансальский язык начал вытесняться французским. Но в XIX столетии наступил его новый расцвет в литературе, когда Фредерик Мистраль, поэт и лексикограф, борец за возрождение культурной самобытности Прованса, а также другие провансальские поэты основали организацию Филибридж. Организация, способствовавшая возрождению провансальского языка, существует и сегодня. Писатели, пришедшие на смену Мистралю, начали использовать провансальский язык, вплетая его во французский. Среди них Доди, Жиана, Паньоль, Жан Экар. В XIX веке в Провансе творили великие художники-импрессионисты. Дух этого края талантливо воплощен на полотнах Поля Сезанна, уроженца города Эксан-Прованса. Винсент ван Гог не был провансальцем, но именно здесь он открыл для себя яркость красок и особенный свет, который так долго искал. Поселившись в Арле, в 1888 году он на протяжении 2 лет создал серию картин, изобразив желтые пшеничные поля Прованса, его оливковые рощи, долины, виноградники, солнце, горы, набережные Роны, некрополь Алискамп в Арле. Необычайный свет и ослепительные краски Прованса вдохновляли и других художников. Можно вспомнить нимфы морских ежей Пикассо, балконы Ниццы, написанные Матиссом, треугольники белоснежных парусов в синем море Рауля Дюфи. Невозможно представить себе Прованс без карнавала, который проходит в последний день перед Великим постом, а в первые дни Пасхи в городе Арль проводится коррида, куда съезжаются лучшие тореадоры Испании и Франции. Это действо можно увидеть также в городах Ним и Оранж. Благородных животных в Провансе не убивают. Вместо этого 10 матадоров в белых одеждах пытаются сорвать красную ленту с бычьих рогов, что требует еще большего искусства и сильнее захватывает зрителей. Зрелищные бои проводятся в римских амфитеатрах, на аренах, где 2000 лет назад сражались между собой гладиаторы. Что касается самих провансальцев, то они, как и все южане, отличаются простотой и радушием. В них живет дух независимости, и в то же время они отличаются неистребимой привязанностью ко всему, что их окружает. Предпочитая в жизни простые и понятные вещи, полуденный сон, обильную еду, хорошие вина, праздную беседу, они достаточно равнодушны к тем удовольствиям, которые можно найти в больших городах. Собственно, провансальцы индивидуалисты, но без свойственных им отличительных черт невозможно составить общее представление о французском характере. У каждого региона Франции собственная кулинарная история.
Прованс издавна славится своим душистым базиликом, орегано, другими пряными травами, здесь родина ароматных кавайонских дынь, напоенных солнцем овощей и фруктов, сиреневых артишоков, кабачков, которые тут подают и в виде плодов, и в виде нежной цветочной завязи. Широко известны небольшие черные маслины из Ниццы, отборный миндаль из Экс-Ан-Прованса. В Камарге выращивается элитный рис, из предгорий Альп поставляют сезонную дичь-зайчатину, мясо дикого кабана. Заслуженной славой пользуется молодая баранина из Сестерона, самое лучшее оливковое масло поступает из Боди-Прованса. Превосходны провансальские сыры, тут их изготавливают в основном из козьего и овечьего молока. Весьма разнообразны дары Средиземного моря. Особо популярна рыба дорадо, морской карась, морской окунь, крабы, морские ежи, кальмары, креветки. Непременно попробуйте буйбес рыбный суп из морских ершей, лягвы, морских петухов, морских драконов, овощной суп-песту с добавлением одноименного соуса, представляющего собой истолченную в ступе смесь из чеснока и базилика. Отменным вкусом отличается рагу из баранины гардиан, его великолепно готовят в Камарге. В числе других региональных мясных изысков ножки ягненка по-марсельски, тушеное мясо по-авиньонски. На побережье всегда можно заказать плата де фрутс де мер, дословно тарелка с дарами моря. В некоторых ресторанах Ниццы подают эстакафикаду, острое блюдо из вяленой трески, помидоров, перца, картофеля и маслин. В Провансе все продукты настолько вкусны, что их едят практически в натуральном виде. Чуть-чуть оливкового масла вполне достаточно, чтобы подчеркнуть превосходный вкус помидоров. Сестеронский барашек приправляется лишь несколькими веточками разных травок, а чтобы пожарить рыбу, нужен лишь укроп и топленое масло. К рыбе подается руэль, смесь чеснока, перца, хлебной крошки и оливкового масла. Овощи и гренки сопровождают айоли, чесночным майонезом и анчояда, смесью из анчоусов и чеснока. Популярное блюдо топинада – это поджаренный хлеб со смесью из маслин, анчоусов и каперсов. В городе Ле-Боди-Прованс находится один из самых знаменитых во Франции ресторанов Луста де Баманьер. Здесь в естественной для Прованса манере готовят простую пищу из лучших местных продуктов, оливковое масло и вино собственного производства. Фирменное блюдо ресторана, баранья ножка с прованскими травами, заняло место в книге славы французской кухни. В списке посетителей этого ресторана особы королевской крови, главы государств и, конечно, вездесущие звезды шоу-бизнеса и кино. Сам ресторан, а также выстроенный рядом отель с садом и прудом, рекомендован во всех туристических путеводителях по Провансу. Прованс – один из 11 винодельческих районов Франции. Его виноградники расположены в 3 департаментах – Буш-Дюрон, Вари, Приморских Альпах. Лучшие среди провансальских вин розовые, они имеют тонкий вкус и весьма приятный аромат с нотками лаванды и розмарина. В сухих розовых винах присутствует также запах муската. Что касается цен в ресторанах и кафе Прованса, то чем ближе эти заведения к прибрежным курортам и лыжным центрам, тем они выше. В среднем полноценная трапеза может обойтись от 25 до 80 евро, в зависимости от региона. Легко перекусить можно за 10-15 евро. В Провансе, знаменитом своими лавандовыми полями, изготовляется масса ароматной продукции, сделанной на ее основе. Все товары красиво оформлены, упакованы, и равнодушно пройти мимо них невозможно. Купите лавандовый мед или лавандовое мыло, саше из сушеной лаванды или лавандовые духи. Эти изделия можно приобрести на ярмарках, в специализированных магазинчиках, а еще лучше в аббатствах, где монахи занимаются выращиванием лаванды и содержат пасеки. Хорошие и полезные приобретения. Соль из Камарго, которую сами французы считают деликатесной приправой, нерафинированное оливковое масло с пометкой «Экстра Virgin», оливковое мыло Savon de Marseille, где содержание масла составляет 72%. Традиционные сувениры, духи, одеколоны, туалетная вода. В качестве подарка даме сердца можно приобрести флакончик духов, где в ароматной субстанции таится настоящая жемчужина.
Продукция для туристов представлена и подарочными наборами с мини-флаконами. В регионе очень симпатичны текстильные изделия: скатерти, салфетки, кухонные полотенца с традиционными провансальскими узорами. Не лишней в вашем кухонном интерьере станет и оригинальная квадратная ступка для растирания пряностей в порошок. В качестве гастрономических сувениров приобретите специи, соусы, твердый сыр, он лучше перенесет дорогу, и бутылочку розового вина Кот из де Прованс, являющегося символом Прованса. Гостеприимный Прованс предоставляет путешественникам широкий выбор мест, где с комфортом может разместиться каждый, независимо от того, какой суммой средств он располагает. К услугам туристов отели всех категорий, шикарные виллы с видом на море, гостевые дома деревенского типа, пансионы, апартаменты, хостелы. В заповедниках можно остановиться в кемпингах. На морском побережье номер в отличной 4-звездочной гостинице вполне можно снять за 120-230 евро в сутки. Правда, в люксовых номерах роскошных культовых отелей цены в несколько раз выше. В зимнее время проживание на морских курортах обходится дешевле, зато в эту пору растут цены на альпийских горнолыжных курортах. В среднем, в зависимости от региона, проживание в отелях 2 звезды обходится 30-60 евро, двухместный номер в 3-звездочном отеле можно снять за 70-230 евро. Сутки в хостеле обойдутся в 20-25 евро. Чтобы в полной мере ощутить дух Прованса, можно остановиться в типичном деревенском доме, обустроенном под мини-отель. Суточная стоимость проживания в среднем колеблется в пределах 60-110 евро, в цену включен и завтрак. В Провансе отлично развита транспортная инфраструктура. Четко выделяются 2 основных транспортных коридора: долина Роны, дороги идут с севера на юг, и Лазурный берег, направление с запада на восток. Удобнее всего здесь перемещаться на поездах. Крупные города соединены сетью скоростных составов. Доехать, к примеру, от Арля до Кан можно за 35 евро, время в пути около 3 часов. Между небольшими населенными пунктами ходят поезда регионального значения и автобусы. Передвигаться по Провансу на такси удобно, но дорого. За посадку нужно заплатить 2-3 евро, за каждый километр 1-2 евро. Автомобили оборудованы счетчиками. В большинстве случаев можно расплачиваться кредитной карточкой, но этот нюанс нужно уточнить перед посадкой. Приятно путешествовать по Провансу на арендованном автомобиле. Стоит учесть, что проезд по основной трассе А7 платный. Можно сэкономить, путешествуя по узким местным дорогам. Аренда автомобиля обойдется вам порядка 70 евро в сутки, сумма уменьшается в зависимости от увеличения срока проката. В зависимости от того, в какой именно уголок Прованса вам нужно попасть, вы можете выбирать между самолетом, поездом, автобусом или же морским судном. Можно прилететь в Париж, а оттуда на скоростном поезде направиться в ту же Ниццу, Марсель, Авиньон, другие крупные города Прованса. О точной стоимости билетов лучше узнать на сайте французских железных дорог и заказать их заранее. Это будет дешевле, чем покупать билеты непосредственно на станции.